Что, ты ждешь кого-то, Сереж? Ах ты что, с ароматом копчения. Просохли, но не выветрились. Оператор, короче, смотри сюда. Видишь дрова? Да ты что? Видишь гриль? Да ты что? Короче, ни то, ни другое сегодня не пригодится. Знаешь почему? Да потому что, друзья, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, чтоб стоял у кожней хати. Правильно? А почему? Катюня, сегодня будет не рецепт, а мама дорогая. Смотри сюда, что у меня есть. Эх ты, помидоры. Хрен, Катюня, сегодня будет не рецепт, а просто я тебе говорю. Все, как ты любишь. Короче, случился у оператора... У оператора случился. Короче, случился у Липована в гостях Марат. А ведь Серега, короче, на днях звонит мне, говорит, слышишь, я, короче, там камасутру лохматил и нашел рецепт. Ну, не рецепт, а просто сказка. Короче, помидоры, хрен, третье, другое и Маратик собственной персоной. Здоровенькие были и наш родной, любимый Хемингуэй. А? Слышишь, смотри, а в Липованском фурике от Алины Маршал вообще просто, ну человека, не человека, праздник. Так что... Всем хорошего настроения, ребята. Сегодня будет долгожданный рецепт. Хреновины. 100%. И всем желаю. Не путать с хреновухой. Хреновуха Не, это не. жидкое, а хреновина это то, что мы вам сегодня Марат, я уже покажем. сегодня, я уже показал по полной программе, что сегодня будет таки хреновина. Вкусная, оператор ее, конечно, бомбит, чтобы ты понимал, ложками Банками. без Ну, остановки. то что ты Марату Она рассказываешь, говорит, сколько он мне банок привез? ну сколько привез, ты их все и съела. Ну ладно. Я только был наслышан, что на самом деле вещь хорошая. Катюня, слышишь, у меня этого хрена, мама дорогая, куда ни взунь, везде хрен. Сегодня официальным спонсором вот этого, кулинарного мероприятия из Одессы является Алена Олеговна. Короче, от души благодарю. Вот это, конечно, ну прислали так прислали. Мы же тогда ходили с тобой по привозу, помнишь? Ходили, шукали, внимательно вот так вот глядели в каждые там помидоры, огурцы. А хрена не было, вымер на привозе хрен, елки-палки. Карася уже навезли, а хрена нет. Но у нас есть замечательная подписчица. Целуем, любим, обнимаем. Алена Олеговна, Олена Олегівна. Короче, от души благодарю. Хрена у нас теперь столько, что просто пипец. Ребята, теперь под нашего карася будет таки шикарная хреновуха. Хреновина. Хреновина? С хреновухой у нас тоже все нормально. Да, короче, хреном бахнешь, хреном закусишь и хрен с ним плохое настроение, правильно? Все, да, я быстренько объявлю на всю Одессу, что у нас таки началось. Свистай всех на хрен! Катюня, Да, быстренько... я покажу, что вы Тогда тут. я тебе хотел Да сказать, говори пробегись уже, ты по говори. главным героям. Смотри, перец, Да. Вася американский, хрен Вася, наш Украинский. рідненький, да. И вот этот вот хипиш, походу, это Это болгарский, а это турецкий. Ну, ароматные такие, что я даже не знаю. Чесночок. Ну, чесночок тоже где-то с огорода по-любому. Ну, какой-то чесночок. Маратик, давай, чтобы я долго не глушил людей, в 3 словах расскажи из расчета на килограмм, что за рецепт. Ребята. И вот эти таблетки сегодня будут. Всё. Ребята, это не для поноса. Я хотел сказать, знаешь, это, как я обычно Давай, говорю. Марат, расскажи, и рот не закрывается, понимаешь? Ну, я хотел сказать, у каждого есть там недруги, да? Вот что я обычно им желаю. Ребята, чтобы у вас был запор, а таблетки от поноса были, для поноса были у меня, понял? Вот тебе на тебе. Короче, всем добра и замечательного настроения. А это аспирин. Так что мы сегодня будем готовить, знаешь что? Не знаю. Хреновину вроде собирались. А еще что? Запор лечить. Вакцину. Вакцину. Короче, хрен это От хороший, всех болезней. хороший иммунитет, а это еще разжижение, короче, чтобы там ни тромбов не было, ничего, да? Всем крепкого здоровья, ребята, чтобы все было шикардос. Ну, давай, теперь я молчу и долго буду слушать тебя. Ребят, пропорции, те, которые я вам сейчас расскажу, будут немножко примерные, потому что бывает хрен сильнее, хрен слабее. Точно так Ты же, можешь как не и спирт. рассказывать, нас смотрят дамы, Больше, все нормально. меньше. Вот. Понимаете, поэтому примерно на килограмм помидор Под обыкновенно статистический хрен. Берем стандартные помидоры. 100, 120, 150 грамм хрена. Килограмм помидор, 120-150 килограмм Да грамм. грамм хрена. Слышишь, мы с тобой... Примерно столько же, чуть меньше чеснока на килограмм помидор в граммах. Пару перчиков, опять же, зависит, насколько они у вас сильные и крепкие, это проострые. Это тут- Болгарский можно вообще не класть, я люблю пару штучек положить на пару килограмм. Все, делаем по твоему И рецепту. пробуйте, ребята, пробуйте, потому что кто-то любит покрепче, кто-то любит слабее, кто-то любит, когда сильный, кто-то любит, когда слабый. Ага. Все. Да, вот так вот. Договорились. Короче, мы занимаемся Вы хреном. весь процесс увидите. Да, весь процесс увидите. Ну а если вдруг что-то ты там не услышал, так и я специально для тебя, да, именно мой друг, для тебя
сделаю так, коротенькое описание за счет на килограмм, понял? Ссылочка, какой нафиг ссылочка? Описание под видео. Мне вообще так тяжело это говорить. Проще вот так вот взял, наготовил а захочешь повторить, не получится, да? Правильно. Вот специально для вас, мои друзья, сделаю маленькое содержание на Рецепта, килограмм уже помидор. давай, Сережа, Рецепт. Ну хорошо. его в баню, короче. Болтай, Марат, заводи, болтай. что делать надо. Все, начинаем с помидор. Пошло-поехало. Короче, мы их сейчас режем на 4, всовываем в мясорубку и перелохмачиваем. перелохмачиваем, Да? да. Йо-хо-хо. Чем работать будем? Что Ножами. там Катя, приготовили? Ножами. О, сегодня будут на кире, Сегодня ты на понял? кире. Именно на кире. Короче, это родом из Одессы, да? Да. О, а это чисто японец, короче. Как, а ну дай, Марат. Япония, Украина, дружба навеки. Правильно? А почему-то, потому что у меня там живет сестра. Надюша, целую, люблю, обнимаю. Давно уже не виделись. Как уехала, короче, в Японию, говорит, Серега. Все, вышла замуж за японца. Вышла замуж за японца, да. Зовет меня в гости. Так поехали. Там нам бензина не хватит. Ты видишь сейчас, почем бензин? Надо ехать, Серега. А пока мы не поехали, я вам песню спою. Ой, Веня, Веня, вы мне не говорите, ведь я сама такая нервная, ей-богу. Вы лучше с веничком в парилочку сходите, и ваша нервность растанет понемногу. Ох, и песни хорошие, правильно? Никакого плохого настроения. Хрен с ним, с этим настроением плохим. Давай сюда. Так, Катюня, смотри внимательно. Ёшкин кот, ну я даже не провел, ты понимаешь, как она рассыпалась. А, хочешь покажу, как эти ножи режут? Смотри. Ляп. Прозрачный помидор, но резать мы его будем сегодня потолще. Да, Маратик, короче, Я проверяю. становимся на... А что тебе проверять? Бери да всовывай, есть чем, короче, толкать туда, все Понял. нормально. Вот тебе на, давай, я подаю патроны, а ты там гаси по полной программе. Издевайся над этой мясорубкой, над помидорами, над хреном. Я включаю. А что нет, включай, не стесняйся, будь как дома. Ой, Веня, Веня, вы мне не говорите, ведь я сама такая нервная, ей-богу. Вы лучше с веничком в парилочку сходите. Серега, Что? давай помельче режь. Еще помельче? Да. А хочешь я буду всовывать? Я что помидоры, что хрен, знаешь как? Я буду резать. Давай, договорились. Ребята, мастер-класс от тракториста, иди сюда. Те, кто не умеет совать, айда за мной. Вы лучше с веничком в парилочку сходите, и ваша нервность растанет понемногу. Ой, Веня, Веня, вы мне не говорите. Слушай, начинается. Ребята, самое тяжелое из этого блюда найти хрен. А если хрен есть, все. Чуть-чуть того, немножко этого. И считай, самое вкусное, чуть не сказал, варенье. Вот такая там аджика, не знаю, там хреновина, но она нереально На вкусная. выходе Хрен. вот, конечно, получается шикарно. Сегодня проверим, Марат. А вы не придумали следующий рецепт, товарищи? У нас их знаешь сколько? В очередь становись. Всегда. Ага. Главное время здоровья и желание и хорошее настроение. Вова, и чтоб привоз работал без остановок. Там, говорят, какая-то реконструкция сейчас идет, так что надо будет, может быть, даже завтра поехать и таки аккуратненько проверить. А, и чтоб на ценах не сказалось все это. Катюша, посмотри на этот кисель. Смотри. А? Я Ты бы уже шо? и это ложечкой бы покушала. Варенье весеннее. А? Обычно осенью все это дело делают. Ну, а мы... Как это? По-японски. Ну, зимой захотелось. Так, что, Маратик и перчик, да, вбацать? Перчик, да, я люблю парочку для вкуса, чисто вот много его. Все, как ты любишь, будет. Ёшкин Иначе ты это уже кот. будет другое блюдо. А, подожди, ты другое. Другое мы с тобой в другой раз приготовим. Давай по очереди. Так, бубочки полезные. Слышь, сейчас весна, может кинуть в огород? А? Свой болгарский. Это не наш болгарский. Это не политы конторы, елки-палки. Трещит красиво. Да ты шо, елки-палки, ну как арбуз. Чтоб сейчас не оглохнуть, когда мы его в пылесос чуть не сказал. В мясорубку засунем, что? Один единственный недостаток, знаете какой? Какой? Нечего мур кидать. А, и не дымит сегодня ничего. Ребята, очень экономное блюдо, газ на месте, дрова тоже все посчитаны. Главное хрен найти. Да. Хороший. Ну, вкусные Помидоры в Израиле. в Израиле, да. А, Таких поэтому... помидор, как здесь, даже не думайте, там нету.
Маратик, я тебе, конечно, верю и знаю лично много людей таких с Израиля, которые к нам приезжают в гости и говорят: Серега, чтоб ты был здоров. Вот я только говорю, а у меня уже накатило. Не еда, а сказка. В Израиле хорошо, а с помидорами лучше, правильно? Так, ну что, перчик. А ну-ка. Красавец, заходи. Вот это для аромату, конечно, будет. Смотри, аж на дыбы встает, угорелая. Маратик, пока, как это, мясорубка не проветрилась от перца, сразу можно бомбить чеснок, да? Да. Чеснока ты сказал сколько? Да, примерно 100 грамм на килограмм продукта. 100 грамм на килограмм помидора. Ух ты, рассыпается. О, вот это уже ароматика, слышишь? Ага. Сразу как картина маслом. Слышишь, под такое блюдо, елки-палки, я понял. Это одеколон для приболевших, понял? Вот не хочешь есть, ну как это, Не, на самом ну не деле хочешь, это нюхнул и сразу иммунитет поплыло. защитит. Маратик, смотри, что у нас получилось. Уже чесночок здесь, короче, есть, Да, это красивый. чистое здоровье для поддержки иммунитета, господа. Особенно ты в наше шо, тревожное ёлки-палки. время. Катюня, слышишь, у нас не ресторан, а аптека какая-то, понимаешь? Потому у нас что не блюдо, то вакцина для хорошего здоровья, для поднятия Да. иммунитета, натурпродукты, бла-бла-бла. И настроение поднимает очень хорошо, кстати. Самое главное. А я когда-то Катюшке сказал, короче, я так дурканул, конечно, пошутил, но в каждой шутке есть доля правды. Я ей сказал, что Катюня, судя по комментариям и вообще смыслу видео, что мы несем на просторах, да, в массы, эти шикарные комментарии, люди там так отписываются, Очень, бла-бла-бла. очень классное. Я сказал, что Министерство здравоохранения Украины скоро наше видео введет на постоянной основе вместо пилюль и лекарств. Понял? Да, Там, и если маски там отменим. антидепрессанты, там, мама дорогая, нет тебе чего не надо, смотришь видео Липована точно. бесплатно, и все-таки у тебя будет шикардос, понимаешь? Эх ты, и жена вернется, и дети поумнеют, правильно? Так, ну что осталось? Только с хреном поиграться и, в принципе, готово. Короче, Маратик, я это мешаю. Это мешает. Что мы сейчас будем пробовать? На Сейчас- что? Сейчас мы должны это самое соль и сахар. Все, как ты любишь, давай договорились. Добавлять. Сейчас ты будем мешать, посмотреть, насколько сладкие помидоры. Может, сахаром где-то сэкономим там или наоборот, надо чуть-чуть еще сбегать в магазин. Ой, а как он мешает, мама дорогая. Чтоб все так жили, как я мешаю, смотри. А, какой запах, ребята, стоит, конечно. Да. Так, Маратик, ложка есть, соль, сахар есть. Сколько у нас здесь было? 5 килограмм помидор, соответственно, 5 ложек соли. Давай начнем с 3. Давай с 3. Мы же можем Хорошие с попробовать, горочкой, вот такие, да? Да. Раз. Ребята, да, пробуйте, не стесняйтесь. Лучше добавить, чем потом... Кто-то любит посоленее, кто-то любит поменьше. Во-во-во. И Так, и- полторы сахара. А я бы 2 добавил. Ну, давай 2. По-липовански. Давай Давай 2, вот так вот сахара не жалко, потому что он очень вкусный. А я бы 3 добавила. А ты, а у меня какая ложка из Турции привез, ты видишь? Чистая оливка, я еще никуда ее не тыкал сегодня. Все, самое. Пошло-поехало. Да По-моему, ты уже что? можно и хрен не добавлять, Сереж. Так, Не-не-не, Катюня, ты ты что? чего? Подожди, это Давайте же мне полдела. вот эту большую ложку, И все, и как И это? всё, и я. И до свидос. и я уже все. И целоваться не будем, Сережка. Или Эх ты, тоже поешь а как же тогда? рецепт из Камасутры? А, ну, А у другую, Марата спросим. другую книгу напишем. Марат, что они там на картинках целовались после этого дела, не? Ага. Ага. Ну, тогда ты тоже пока. Так, ну что, бери пробуй. Сейчас. Я тебе ложечку сейчас подготовлю. Получай. Конечно, соль, сахар еще не открылась, но что-то уже таки навязала. Сейчас. Созрели вишни в саду у дяди Вани. У дяди Вани Соли созрели точно не вишни. надо. Пока. Ага. Посмотрим после хрена. Сахара тоже. Все, шикардос. сейчас немножко Да, возьмётся. конечно же, конечно, останавливаемся. Ну, погнали
Хрен. Хрен жужжать, Катюша, меняй ракурс, тебя ждет шикарная картинка. Давай. Такая шикарная, хреновая картинка. Мадам, пройдемте. Здравствуйте. Здрасте. А ну, слышь, как по маслу. Мясорубка старая, но рабочая пипец. Смотри, как она его жует, хрустит. Хрена у нас здесь было 2,5 килограмма. Я его почистил, получилось 2 килограмма. Это много. Ничего, пусть лучше останется. Сейчас будем пробовать. Сейчас, Я думаю, вот это короче, половину пильнем, добавим и попробуем консистенцию. Что ты? Профилактикой занимаешься? Да ладно, ну что ты тут на камеру вот? Слышишь? Давай, я а ну, понюхаю, давай. нюхни. Нюхни. И что? А? Оператор. Короче, ребята дали всем понюхать. Оператор выпало вообще там. Марат, не плачь, все будет нормально. Ой, ребята. Фу, это не хрен, это просто хрен знает что, елки-палки. Ловите по аромату через экран. Ребята, были бы у меня волосы, сгорели бы к ядрине фени. Вот это ядер, короче. Понял? 15 минут он еще сильнее расстроится. Надо вводить. Не, и ребята, пробовать. он не на камеру. Я до сих пор дышал. Короче, потекло и высохло. Ёшкин ты кот. Марат, ну его в баню. Вот это агрегат. Надо вот так вот подальше его убирать. Что, август месяц, да? Не знаю, у Ты меня что, Сразу, голова. сразу стало Блин. тепло, и виски не нужно. Выруби, да, я распоюсь немножко, потому что реально, блин, тут так штырит, что это просто пипец. Марат, короче, Вводим. вводим хрен. Блин, чуть-чуть, по слушай, чуть-чуть мы его вводим. сразу, я его чистил, короче, говорю, Марат, это не петрушка, короче. Понюхали, полизали, такое себе еле-еле. А теперь, когда ты его проколошматил, ребята, если дома делаешь, то возле окна и с открытым, с открытой Форточкой. форточкой, в противогазе, делай так, чтобы все было нормально. Ну что, поехали? Вот это да. Что я вам хочу сказать такого? Хорош. Давай весь Серьезно, сыпем, блин? давай, Марат. Да подожди, ты же видишь, что Да творится. оно должно возбуждать Да рецепторы. можно ж попробовать. Ладно, мы же так и договорились, что потихонечку. Вот я неугомонный, я бы все всыпал. Он и сейчас очень пахнет. Да он пахнет так, что я не знаю. Слушай, а там в линейке у Алины Маршал нет противогаза такого интересного, а? Это вы у Алины Маршал спросите. Кашкет такой с какими-то намордником. бульдогами, елки-моталки. У меня, по-моему, аж руки Вот. трусятся. Да, Катюня, Ага. оператор, будет сегодня стабилизатор, аккуратненько. Кашкет, ты вспомнил это слово. Вот это... Ну вот слушай, так как это родом из Одессы. Да, и у евреев тоже так говорят, кашкет на вот такие. Ой, Веня, вы мне не говорите. Ведь я сама такая нервная, ей-богу. Была, пока с хреном не начала, короче, Начинается заниматься. Правильный цвет. Слышь, я уже шуверка селючка. Была туда-сюда, короче. Ребята, такого нанюхаешься и еще не то в голову придет. Цвет правильный? Цвет правильный. Надо дать ему немножко постоять, минут 10. Чтоб поженился, короче, да, он там по полной программе. Женились и будем пробовать опять на соль, на хрен, на сахар. А этим временем, Маратик, у меня там стерилизуются баночки, короче. Банки обязательно стерилизовать, крышки стерилизовать, так как этот продукт мы не варим. Он абсолютно свежий. Но в стерилизованных баночках он простоит в холодильнике полгода минимум. Да ты что, благодаря А чему? что с аспирином-то делать? Вот и благодаря аспирину тоже. Я могу его уже вдубасить? Да, уже можешь херачить. А сколько? Всю конвалюту эту? Значит, где-то таблетка на 1,5 килограмма Продукта. У нас здесь, мама дорогая, 6 килограмм, итого... Каких 6? Здесь 6 килограмм продукта. Ну хорошо. 5 помидор и килограмм хрена. Соль, сахар не считаем. И что? Ух, Агрессивная штука? попробуй. Ёшкин, Если на Марат, 6 килограмм, сколько таблеток нужно? ты 2? что, не 4? Одну таблетку на 1,5 килограмма. Я что-то не то сказал? 4. На- Я хоть и тракторист, но считаю молниеносно. Одна таблетка на 1,5 килограмма. Правильно. 4. Оператор, тебе сегодня просвитили, ты таки передышала хреном Это чуть-чуть. точно. Так, слушай, таблетки я еще в ступке своей не дубасил. Да. Ага. Дай бог, больше не будешь. Да ладно, не буду. Я вообще, это у меня первое блюдо с аспирином. Ну, так как он полезный и разжижает кровь. Это для ленивых. Да, Марат? Да. Раньше как делали? В баночку, наверное, стерилизовать. Да. Бросали прямо в баночку там четверть таблеточки. И было таки нормально, да?
Так, где там Ложка. ложка сухая? Давай ее. А, не совсем сухая. А ну сейчас Вот, быстренько сделаем. вот у тебя. О, это еще одна хорошая. Тоже турецкая. Я туда поехал. Знаешь, сколько я с собой ложек привез? Я видел. 3. По сусекам поскребси, а аспиринчика найти. Что, ребята, вы пыхтите, как эти два паровоза. А мы только что попробовали. Классная вещь получилась. У нас хрен еще остался. Ребята, обращайтесь. Короче, весь не пригодился. Вот поэтому, когда готовишь, вот так вот лучше по чуть-чуть и пробуй. Пробуй, пробуй, пробуй. Хрен оказался, ну, таки мощный, просто пипец. Мы Ху. добавили еще пол-ложечки буквально соли, нам показалось, что немножко маловато. Да, и щепотку сахара. И щепотку сахара. Сбалансировали. Все. Теперь ты... Этот продукт должен вот так вот постоять, прежде чем его По банкам. накладывать в банки. Он должен постоять, он должен напитаться. Потому что когда уже в банку закрутили, он уже так не сильно будет брать. Все вкусы должны перемешаться. Их тут немного, но они должны это сделать. 15-20 минут. Желательно накрыть, чтобы не было большого доступа воздуха, чтобы не выветривалось. В нашем случае пусть хренчик. выветривается. Да. Да, получилось реально огонь. Маратик, короче, 10 минут стоит. Да. Я иду готовлю баночки. И Да. такие у нас под это дело есть шикарный закусь. Сейчас организуем. Что ты говоришь? Еще раз хочешь? Фу. Да я как это убеждаюсь, елки-палки. Тут, когда вкушаешь ароматы вот эти, вот чувствуешь себя немножко сопляком. Течет все, короче, ну его нафиг. Да-да, даже есть ноги такое. потеют. Это сказка, это прелесть. Ну что, погнали отгружать? Да, банки простерилизованные, руки тоже. Все в чистом виде. Баночки в духовочке 5 минут 160 градусов. Крышки подварили. Короче, все готово. Катюня, хватит тебе на недельку? Наверное. Или такого концентрата получилось богато? Переборщил. Чего? Не, Марат говорит под завязочку. Ну вот под горлышко. Да? Да я, как это, отсосу, все будет нормально сейчас. Вот так вот? Да. Говорю, ребята, в холодильник, сразу в холодильник, не держать нигде, не надо теплее, ничего, сразу в холодильник и попользовались, обратно в холодильник. Ага. естественно. Томатная паста с бабушкиной грядки. Ага. С липованских просторов. Так, давай дальше. Затариваемся. Короче, еще одна позиция у нас в ресторане в меню добавилась. Ребята, будете заказывать карася, обязательно закажите хреновину. Она под все подходит. Да под, ты шо? Под мясо, под птицу, под рыбу. Подходит подо все. Вот универсальное блюдо. Кто любит. Да. Катя, прямо в глаз! Иди лизни! Иди лизни, бегом печет! Ну, я пробовать не буду на сей раз. хорошо? Хрен в глаз чвиркнул, слышишь? Бывает такое. Такого со мной еще не было. Хрен в глаз. Ёшкин кот. Блин, точно ядреный, ну его в баню. Тюня, слышь, глаз алмаз, смотри, сколько у нас получилось. 3 двухлитровых, 750 и пол-литра. Короче, богато. И еще и осталось, ты понимаешь? Там нету пол-литра. Где? Здесь. Вот здесь вот? Ну, В этой маленькой? Вот это не пол-литра. Ну да ладно. Это я в том плане, что у меня глаз наметанный, я даже сам этого не понимаю. Простерилизовал нужное количество баночек. А это нам пригодится. Маратик, знаешь для чего? Идем сюда, как это, милости прошу тебя к липованскому шведскому столу. Сабер, извини от всей души, сегодня ты не был задействован, но у тебя такой шикарный вид намечается. Смотри. Хрен написано, без ошибок. Вот такая вот хреновуха у нас есть в ресторане. Так, рюмочка сюда, это сюда. Да ты что, сегодня хреновая поляна, понял? Все с хреном связано. И даже шашлыки. ЕБВГД. Сережка, давай есть, пока горячие. Картина маслом. Наливай, что ты там хотел налить, говори всем. Хорошо, а что, чем едим? Руками? Руками. У тебя налито? Yes. Вискарик, да? Ну а я под это дело жахну хреновины. Ой, Веня, Веня, вы мне не говорите. Ведь я такая... Я уже все. Ты уже всё, Ведь я сама такая нервная немного. хреновина Вы выпьешь, лучше хреновиной с закусишь. веничком в парилочку сходите. И ваша нервинность растанет понемногу. Маратик,
Я рад, что у нас все опять сложилось. Тю ты, по-другому не получается. Да. Друзья, пьем за ваше здоровье. Всем Да ты здоровья, шо? самое Во, главное. как это? Да хрен с ним, все будет нормально, правильно? Давайте, будьмо. Давай. Ёшкин кот. Дай-ка хреновины поближе. На тебе, Марат. У нас соус лучший в Одессе, но он сегодня выходной. Вот ты со Смотри. своей тарелочки не хочешь брать, да? Вот Катюша, надо это с моей твоя. Да обязательно. я увидел просто самый Ну, лакомый. конечно. Сказка? Прелесть. Раскрывается внутри, прям раскрывается. Шедевр. Слышишь? Мы сегодня готовили хреновину, а едим шашлыки. Это мы так на днях ходили на барахолку, зашли купить рыбкам корм, а купили купили попугая. Ребята, ну а попугай таки мы назвали правильно. Яша. А как по-другому в Одессе, да? Яша, птичка наша. Я тут говорю, Сережа, ну может ты уже попрощаешься с людьми. Стоит и ест. Катюня, Да, я тоже хочу, между прочим. любовь моя. Я не просто ем, мне надо рот проветрить, понимаешь? Народ проветришь потом. Чтобы людям сказать главную фразу. Давай. Друзья, от всей души. Марат, все в хрени, ну его в баню. У тебя тоже. Чтобы ты не был здоров. И все у тебя было замечательно. Друзьяки, от всей души сегодня в Одессе, какого-то февраля, игрался со своим другом, с хреном. Не-не, что-то не то, короче. Короче, игрались с хреном одесский липован Марат. Всем пока-пока. Чао.